Добрый вечер всем. Сегодня я хочу сделать видео с совой, которое я уже обещала, и обещала не раз. Все у меня не получалось со временем. Вот такая схема этой совы. Эта сова, она бесплатная. МК принадлежит Татьяне Кучерявой. Оно бесплатное есть в интернете. Ну, я решила сделать видео для тех, кто, может быть, не может такие схемы читать или кому просто легче вязать по видео, чем по схеме. Сова выглядит вот так. У нее голова во все стороны крутится. Для этого, когда я уже эту сову вязала, конечно, было бы классно иметь такой специальный шарнир. Но он должен был где-то быть примерно 13 сантиметров диаметром. Такой шарнир я нигде найти не могла, но для меня это было нереально где-то найти. Поэтому я решила использовать в этот раз картон. Обыкновенный очень плотный картон, из него мы будем этот шарнир делать. Вот. Потом этот шарнир вставляется в теле и вставляется в голове. И соединить вот эти две картоновые такие круглые шайбы, внутри них должна быть дырочка, соединить их можно будет такими суставами, которыми я, в принципе, всегда работаю. Это могут быть вот такие суставы, они у меня 4,5 сантиметра или чуть-чуть поменьше. Но я специально возьму такой большой, 4,5 сантиметров этот сустав. Они есть на Алиэкспресс. Вы можете так просто взять и задать суставы для кукол, и они выглядят вот такие вот суставы. Вот такая, ну как не сустав, ну как вот такая вот штучка, я не знаю, как она называется. И вот такая вот шайбочка еще к ней же. Вот, это мы будем использовать. Картон мы вырежем в нужном нам диаметре, когда мы свяжем начало этой совы. Глаза я использую. Вот такие глаза у меня 25 миллиметров. В этот раз я возьму серебристые. Еще у меня есть вот такие глаза. Они тоже 25 миллиметров. Это у меня совсем новые. Я купила. Мне очень понравились, но я в этой сове их использовать не буду. Просто хотела показать, что можно использовать и такие глаза. Но эти глаза получаются тогда как декорация. Желательно для детей такое не делать, потому что чисто стекло, если ребенок с этой игрушкой будет бегать, разобьет этот глаз, поранится, и не очень хорошая будет ситуация. Поэтому я использовать буду... Где этот глаз? Я использовать буду вот такие пластиковые глаза. Что-то здесь не подходит, наверное, где-то у меня еще валяются они, лежат. Я хотела вообще для этой белой совы, думала, возьму, попробую вот это. Они просто стеклянные, просто приклеиваются на горячий клей желательно, эти глаза. Я их использовать не буду, хотела просто показать. Может быть, в следующей сове попробую. Вот. Желательно для этой совы иметь большие глаза. Эти 25 миллиметров я бы хотела иметь 3 сантиметра. Есть такие тоже на Алиэкспресс. Почему 3 сантиметра? Потому что нам надо будет связать вот такие вот круглые шарики, 2 штук. Вот этот вот глаз, он засовывается сюда, в этот глаз. Да? И еще он засовывается в тело. Вы можете себе представить? Еще такую же толщину тела. У вас полностью закрывается вот это вот, как он называется? Стержень. Он полностью у вас закрывается, и проблема будет ее потом прицепить просто. Для этого у меня, к сожалению, нету 3 сантиметра глаза. Я буду все равно использовать эти, но я креплять их буду по-другому. Я вам потом объясню, что креплять нужно желательно к телу. И здесь и тело будет лежать, и глаз, и все это вместе вот такой вот шайбой крепляется. Но вы не сможете это закрепить. 3 сантиметра, я думаю, идет. Поэтому я буду прикреплять просто вот к этому глазу вот такой плоской шайбочкой. И потом вот этот глаз я буду пришивать на сову. Вот. Даже если ребенок оторвет этот глаз, то он здесь приделан очень крепко. Никто ничего не сможет там оторвать, взять в рот, подавиться или еще что-то. Об этом надо, конечно, постоянно думать. Итак, я уже, как вам показала, связала такой вот... это как зрачок, можно так называть, или глаз, я не знаю, ну глаз. Вот такой глаз я связала, потом я связала одно крыло и связала ножку. Вот такую вот ножку.
Использовала я пряжу. Всегда я в своих видео использую пряжу Himalaya Dolphin Baby. Мне просто очень удобно ей работать. В данный момент я хочу использовать только ее, но вы должны знать, что вы можете любую другую пряжу использовать также для этих зайчиков, для обезьянок. Вы можете брать любую пряжу, только игрушки будут намного меньше. Вот, Himalaya Dolphin Baby пряжа. Здесь стоит крючок номер 4,5 или спицы 6,5. Они так как... Да, 3 крючок здесь номер не пойдет. 4,5 я использую крючок номер 5. Если 4,5 использовать, но это надо очень сильно вытягивать петли, чтобы сова была мягкая, такая, без дырок, но мягкая. Если вязать тонким крючком, то все полотно будет твердое, она не будет красивой, и на ощупь тоже она будет не очень. Вот. Вот так вот она выглядит. Здесь в данный момент у меня это не белая пряжа, а кремовая. Белая пряжа у меня выглядит вот так. Номер от белой я сейчас, к сожалению, не знаю. У меня она одна единственная. Но пряжу я вам показала, да? Himalaya Dolphin Baby. Крючок номер 5 я использую. И приступим к работе. Ах, да. Ножки и клюв я буду вязать из серой пряжи. Это пряжа обыкновенная, полиакрил или просто акрил 100%. Выглядит вот так. Девочки, бумажки у меня нету. Я не рассчитывала, что буду когда-то делать в ютубе видео. И у меня очень много такой пряжи, которую я брала просто со второй руки. Или мне дарили очень много пряжи, поэтому у меня на многих нету бумажек. Крючок использую я к ней 3,5. Итак, приступим вязать сперва обыкновенный глазик. Для этого мы делаем кольцо амигуруми. У меня вот здесь не грязь, девочки, это краска для волос. Я не могла ее отмыть. Я крашу красными волосами, заморала пальцы, ногти здесь, и они у меня не отмываются. Поэтому, если вдруг кто-то это нечаянно увидел и подумает, что я грязнуля, это неправда. Делаем кольцо амигуруми или делаем вот такое вот тоже крепление, как спицами набираем петли, затягиваем и делаем сюда 2 петельки. Раз и 2. В эту первую петлю мы сейчас будем вывязывать 6 петель. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь мы вяжем в каждую петельку прибавки. Я, например, не очень люблю вот это вот, вот эту систему, потому что у меня здесь всегда дырочка остается. Но у меня всегда получается затягивать амигуруми кольцо. Мне надо, проскальзывать немецкие слова. Амигуруми, вот это кольцо затягивать у меня получается, но очень много мне писали, что не получается затягивать, и поэтому я хотела показать еще раз. Теперь делаем в каждую петлю прибавки. Так 6 раз. Раз, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь мы делаем ряд с прибавками. 1 столбик, 1 прибавка. 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. Столбик, прибавка. И у нас сейчас будет 18 петель. Что-то я так устала сегодня. Я вообще спать завалилась. Мне столько много пишут и все просят сову. Я на фитнес ходила буквально сейчас вот с фитнеса пришла. Я занимаюсь фитнесом. Ну как у нас такой спорт есть такой. И девочки, сейчас я эту бумагу лучше уберу. То она постоянно фокусирует на эту бумагу.
Для того занимаюсь, не для, ну, как сказать, не для того, что хочу там себе, как некоторые говорят, сиськи качать, а для того, чтобы спина у меня не болела. Потому что я часто вяжу почти каждый вечер, и если постоянно так сидеть, то очень сильно потом болит спина. Вот, сделали мы 6 раз столбик прибавка. Теперь мы делаем один ряд 18 петель, просто без всяких прибавок. 18 петель. И вот у вас уже глаз готов. У меня один раз после третьего ребенка была позвоночная грыжа. О, это очень больно. И меня спас спорт. Я одно время интенсивно прям занималась, наверное, 3 или 4 месяца, 2 раза в неделю. И у меня все ушло через 2 месяца или полтора. Вот. Провязали мы 18 петель. Немножко можно его так растянуть. И вот здесь мы закрепляем. После фитнеса сегодня еще пошла в сауну. Напарилась, теперь кумарю сижу. Я надеюсь, с счету петель я не собью сегодня. Вот такие 2 глазика у нас получилось. Глазки эти я вставляю. Некоторые вставляют прям в середину. Прям в эту дырочку. Но это некрасиво. Вы когда сову сделаете, вы увидите, что смещение глазок должно быть чуть-чуть сюда, в угол. Да, чтобы он не прям вот в этот колечко, где вы делали, а где-нибудь здесь сбоку. Но так, чтобы он не выходил за это. И у автора, который написал это МК, у нее это точно так же. У нее тоже глазки сдвинуты в середину. Не в середину, а вот сюда, вот с краю. Очень красиво. Так, это готово. Теперь мы вяжем крыло. Крыло я буду вязать, девочки, по схеме. Я смотрю на схему и вяжу, потому что я эту схему не знаю. Я вязала ее, наверное, 5 раз, эту сову, но наизусть я ее не знаю. Это не зайцы. Зайцев я, наверное, штук 200 уже связала. Вот. Теперь мы берем, делаем кольцо амигуруми. Шесть петель вывязываем. 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь мы делаем в каждую петельку прибавку. Получается 12 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь мы делаем, сейчас у нас в данный момент 12 петелек. Теперь мы делаем один ряд еще раз прибавки, чтобы у нас было 18 петель. Для этого один столбик, одна прибавка. Итак, 6 раз. Столбик, прибавка. Еще столбик, прибавка. Давайте посчитаем. Ну, желательно маркер здесь поставить. Здесь что-то я плохо вижу. 18 петель должно быть. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Еще одной прибавки не хватает. Для этого я вяжу столбик и прибавка. Вот. Теперь по схеме вяжутся 3 ряда без изменений. Делаем здесь маркер. Вытаскиваю я эту ниточку. И вяжем 3 ряда просто так, без изменений. Итак, я провязала 3 ряда, 18 петель. Теперь, девочки, ставьте здесь маркер. Желательно, да? И внимательно делаем убавки. У него получается вот такая красивая форма. И в конце она так еще загибается. Для этого
Я сама очень часто сбиваюсь, и я вот если по схеме это делаю, то я всегда что-нибудь ложу, чтобы я вообще знала, какой ряд я вяжу. Для этого сейчас мы делаем, это у нас получается седьмой ряд по схеме. Мы вяжем одну убавку, 6 столбиков, раз, два, три, 4, 5, 6. И делаем теперь 2 прибавки. Одна прибавка, вторая прибавка. 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6 и одна убавка. Один ряд закончился. 8 ряд. Одна убавка. 14 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И теперь мы делаем одну убавку. Мне как-то одна девушка или женщина, не знаю, написали, как делаются убавки. Вот. Показываю. Берем, захватываем одну петлю. Еще раз следующую петлю. У вас образуется 3 петли. И провязываем все вместе. Это одна убавка. 9 ряд. Делаем одну убавку. 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. 2 прибавки. 2 столбика в одну петлю. Раз прибавка. И туда же 2 прибавка. 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5 и одна убавка. Видите, как получается? Там, где убавки, ну так красиво закругляется, а здесь она туда уходит. Форма крыла получается. Так, следующий ряд, 10. Одна убавка. 12 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и одна убавка. Вот. 11 ряд. 2 убавки. Одна убавка. И также еще раз. Вторая убавка. 2 убавки. Потом идут 2 столбика. Раз. 2. Потом идет 2 прибавки. Одна прибавка. И в следующую петлю еще одну прибавочку. 2 столбика. Следующие. И 2 убавки. Одна убавка. И еще вторая убавка. Двенадцатый ряд. Вяжем 2 убавки. Раз, два, 6 столбиков.
Раз, два, три, 4, 5, 6 и опять 2 убавки. Это одна. Вот просто 2 петельки следующие вместе провязываем. 2. И последний ряд здесь идет 2 убавки. Раз, 2. Потом идут 2 прибавки. Или одна, то 2 прибавки. Раз. И здесь сбоку. 2. И 2 убавки. По схеме это последний ряд. Но я еще сама потом эту дырочку закрывала. Одна убавка. Вторая убавка. По схеме остается вот такая дырочка. Мне это не понравилось, и я просто дальше делала убавочки, все закрыла, и получился у меня такой перышко, как будто еще задирается наверх. Для этого я просто делала одни убавки. Тут убавка. Ну и что там осталось, их тоже вместе. Тут убавка. Остается одна петелька, и также можно ее убавить, или вы можете просто взять и затянуть это все ниточкой. А я как? Что тут вижу, туда и убавляю. На этом я сильно не заморачиваюсь. Вот. Самое главное, чтобы у него кончик торчал. Тогда красиво. Так, сюда втыкаю. Отсюда вытаскиваю. Формируйте. Никакой ваты туда не надо, потому что они будут прилегать плотно к телу. Сразу это барахло я отрежу. Оно мне всегда мешает. Это второе. Все, что отрезаю, не выкидываю. Всем этим я набиваю игрушки. Вот так. Ну и вот что у меня получилось. Такие 2 крылышка. Знаете, я сейчас вот глаза мы связали, и у меня прям вот прям перед глазами стоят эти глаза. И мне просто интересно, как будут смотреться эти глаза. Вот эти вот, когда я их увидела в интернете, я в них влюбилась. И мне вот просто интересно, это, наверное, будет настоящая живая сова. И еще и нос. Вы можете себе представить, мне кажется, что будет очень красиво. Но она такая немножко печальная. Все зависит от того, как вы их наклеите. Тоже будет очень красиво. Она будет только жива, как сказать, она будет очень красиво, если это уже в работе все готово. Также можно сделать ей ресницы. Вот, но у меня заказ был вот этот, поэтому будем это использовать. Так, теперь вяжем лапки. Не люблю я вязать этой пряжей, у меня потом пальцы болят, но будем вязать. Хочу сказать, что лапку я изменила по-своему. Не знаю почему, насколько я много вяжу, но почему-то я не догнала в этой схеме, как эту лапку вязать. И поэтому я облегчила ее до последнего и решила сделать на свой лад. Для этого вяжется очень легко. Набираются петельки 5 штук. Они увеличиваются в 2 раза. 10 петелек провязываются, там обычные ряды. Потом они вместе соединяются. 3 ряда я провязывала. Один раз сделала убавку, пока у меня не стало, по-моему, 15 петель. И эти 15 петель я провязывала столько, сколько мне надо. И все. Это я, можно сказать, по этой схеме чуть-чуть ее изменила и сделала проще. Вот. Ну, потому что не поняла я там точно как. Для этого берем пряжу. Вы можете брать чуть потолще, но ножки и клюв она не будет красиво смотреться именно вот из этой пряжи плюшевой. Поэтому берем такую, да, делаем.
Так, я сейчас смотрю по этой схеме начала. Делаем кольцо амигуруми, и в кольцо мы делаем 5 петелек. Конечно, пряжа могла быть у меня, ну, чуть-чуть потолще, да? Крючок 3,5. Могла бы быть она чуть потолще, но будем этой мелочью вязать. Делаем 6 петель. 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь делаем прибавки. 5, нет. Итак, приступим. Кольцо амигуруми вывязываем 5 петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. Затягиваем и делаем прибавки в каждую петельку. Вот поэтому я это не люблю. Как люди могут такую мелочь вязать? Но я из акрила тоже вяжу, да, но это очень тоненькая нитка почему-то. Но у меня больше другой не было, вот этой серой, поэтому взяла ее. В каждую петельку мы делаем прибавочку. Она же так скрипит. Прям по зубам. 3. 4. 5. Вот. Теперь это у нас образовалась вот одна вот эта деталь. Теперь мы вяжем без изменений 2, 4, 5. 5 рядов. Вяжем самостоятельно, без изменений. 5 рядов, чтобы образовалась вот такая трубочка. Итак, я провязала один этот пальчик, заполнила его ватой. Вот. И теперь мы эту нить просто укрепляем. Следующую петельку и делаем соединительную петлю. Отрезаем. Вяжем точно такой же второй пальчик, но нитку не отрезаем. Итак, я провязала вот эти два пальчика. А теперь мы берем тот, который второй, цепляем его сюда, в последнюю петельку. И провязываем один ряд. Как бы это удобнее сделать. Получаться у нас должно быть 20 петель. Мы их просто соединяем. Раз, два, три. Камера как она показывает? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Эту ниточку можно затянуть и провязать ее вместе с этой ножкой. И провязываем теперь 10 петелек на другой ноге. Раз, два, три, 4,
5. Не могу на свои ногти смотреть. Такое ощущение, как будто у меня там грязь. Я сегодня уже говорила, волосы покрасила, и когда голову мыла, красная краска, она так впитывает. Такое ощущение, как будто ногти закуренные. Я не курю, девочки. Вот. И вот мы дошли до начала ряда. Это мы вот ряд провязали. Это у нас получилось как 20 петелек. Здесь желательно поставить маркер, чтобы вы знали, да? Вот, я могу здесь... Ну, я его запомню, у меня нитка отсюда идет. Вот, теперь мы вяжем 3 ряда. Это был уже 1, раз, 2. 2 ряда вяжем наверх. Первый ряд это было соединительное. Вот она. И теперь мы вяжем просто 2 ряда наверх. Итак, я провязала эти 2 ряда. Теперь мы делаем убавочки. Для этого мы вяжем 1 столбик, 1 убавка. И так весь круг. 1 столбик, 1 убавка. Итак, девочки, я сделала по кругу убавки. У меня получилось 7 убавок, насколько я поняла. И сейчас у нас в данный момент 13 петель. Теперь мы вяжем вот эту часть. Эту часть вы можете выбирать длины, как вы хотите. У меня здесь 8 рядов. Сделала 8 рядов, и потом я просто ее закрыла. Я закрывала, что я делала? Каждые 2 петельки провязывала вместе. И все. И на этом ножка у нас готова. Очень легко и просто, не замудренно. И дело в том, что на нее ставится сова. Вы ее потом не видите, вы видите только вот эту деталь и вот эту деталь, если вы сову перевернете. Вот. Желательно ее делать длинной, потому что сова у нас получается крупная такая. И эти ножки, они очень классно делают так, что сова может упорно стоять и не падать. Вот. Поэтому здесь, сделав убавочки, у нас здесь сейчас 13 петель, провязываем 8 рядов и закрываем. Итак, девочки, 2 лапки готовы. Как я уже сказала, я провязала 8 рядов без изменений, 13 петель. И здесь я просто каждые петельки собрала. Вот такие 2 ножки. Теперь мы вяжем клюв. Клюв это тоже такая вещь. Можно клюв, конечно, сделать самой. Есть полимерная глина или есть в Германии фемо называется. Фемо? Фемо. Такая масса, это как полимерная глина или моделир массы, она называется тоже по-немецки. Если кто живет в Германии, из нее можно вылепить клювик. Можно вылепить просто как свечку такой красивый клюв, покрасить его акрильной краской, покрыть его лаком и приклеить его на горячий клей. И клюв будет очень красивый. Но, конечно, клюв он сочетается очень красиво с лапками, чтобы все было в хорошем сочетании. Вот как у меня, например, если у меня лапки серого цвета, то и клюв я тоже сделаю из серого цвета. Вот. У кого нет такой возможности или кто не любит таким заниматься, я, например, с удовольствием люблю такие носики и глазки. У меня очень много всяких разных. Я даже делала такие, знаете, как вот они называются. Такую массу я сама делала из силикона и из крахмала. И делала вот эти вот обтрюки. Обтрюки это как вам объяснить? Как след. В массу, как будто в тесто вы нос втыкаете и даете ему застыть, вытаскиваете, образовывается форма этого носа. Также такими вещами я занимаюсь, для этого приносит очень много удовольствия, когда вот ты можешь сделать красивые носики и клювики и все подряд для игрушек, которые идут только для деко, которые можно клеить. Вот. Но для детей, конечно, это нехорошо, потому что он уронится, разобьется и все. Вяжем клюв. Делаем кольцо амигуруми. Делаем 4 петельки. Раз.
2, 3, 4. Затягиваем. Теперь делаем 4 прибавки. В каждую петельку делаем прибавочку. Тяжело здесь будет, колечко очень маленькое. Но надо это как-то схимичить. Возьмите, сразу говорю вам, ниточку акрильную потолще. У меня очень тоненькая. Она, конечно, красиво смотрится потом, но... Так, вторая прибавка. Третья прибавка. И четвертая. Теперь мы делаем опять прибавки. 1 столбик, 1 прибавка. Очень тяжело, здесь я плохо могу показать, потому что я своими пальцами только закрываю. Но потом, когда это связано, оно такое все миниатюрное, оно все так красиво смотрится. Делаем так 4 раза, да? 1 столбик, 1 столбик, 1 прибавку. Я даже не смотрю на камеру, но постоянно фокус меняется и все нечетко показывает. Вот. Вот я провязала 1 столбик, 1 прибавку, 1 ряд. У меня получилось 12 столбиков. И теперь мы вяжем 2 или 3 ряда вниз. По схеме идет 2 ряда. Я провяжу 3 ряда, потому что у меня очень тоненькая ниточка. И поэтому я бы хотела, чтобы у меня носик был чуть-чуть удлиненный. Мы просто провязываем 2 или 3 ряда сюда и потом закрываем. А закрываем мы каждые 2 петли вместе. И получится у вас, ну, можно сказать, даже как на ножке, вот такой вот стержень. Чуть-чуть его набиваем ватой. Немножко совсем. Так, девочки, я провязала не 2 ряда, а 4 ряда для себя. Если у вас акриловая нитка чуть толще, то достаточно здесь 2 ряда, как вот сам автор написал это. Вот здесь вот видно, что у совы очень такой маленький клювик. Очень маленький. У моей совы он был немножко длиннее. Поэтому я сделала из этой тоненькой нитки акриловой, я сделала 4 ряда. Вот, провязала я эти 4 ряда, и теперь мы просто убавляем резко, чтобы здесь как резко закрыть, а здесь образовался как вот этот кончик носика. Поэтому здесь стоит, что у нас 12 петель, и следующий ряд должно быть 6 петель. Это значит, сильно резко идет убавление 2 петельки вместе. Я буду рада, если сейчас я его закончу вязать, честное слово. Такую я нитку выбрала, это кошмар. Каждые петельки провязываю вместе. Вот. Провязали вместе, потом стянули просто иголкой и все. Итак, вот посмотрите, я вот каждые 2 петельки связала вместе. Теперь просто берете иголочку и вот эти петельки их стягиваете. Делаете узелок. Протягиваете здесь и прокалываете насквозь, куда-нибудь здесь, сбоку. Немножко так внутрь затягиваете, чтобы не сильно этот кончик торчал. Вот. Вот это будет ложиться в голове, а этот кончик носика. Такая маленькая свечечка получилась. Сейчас смотрю, сколько она мне сантиметра. Чтобы вы могли примерно ориентироваться. Тут я в детской комнате сижу, у детей нашла.
Смотрите, 2 сантиметра оно у меня получилось. Вот так. Я думаю, что такой нос, в принципе, достаточно. Если, например, еще глаза идут. Ну, не эти, конечно, другие глаза. Они бы тоже пасовали, их просто ровненько так ложить. Мне кажется, что один глаз не тот. Видно по зрачкам. Вот. Уже сова. Но другие глаза я сделала. Вот. Теперь мы начинаем вязать тело. Ух, моя любимая пряжа. И сейчас дело попрет. Так, вяжем тело. Для этого набираем кольцо амигуруми, 6 столбиков вывязываем из этого колечка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем и делаем теперь прибавочки. Мы делаем прибавки, пока у нас не будет 36 петель. Это должно быть 4 столбика и прибавка. Тогда у нас должно быть 36 петель, насколько я знаю. Так, делаем вместе. Может, я опять ошибаюсь, не знаю. Раз, одна прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Теперь делаем прибавку до 12 петель. Ой, до 18, извините. Один столбик, одна прибавка. Один столбик, одна прибавка. Столбик, прибавка. И так далее. До конца ряда. Столбик и прибавка. Сейчас у нас 18 петель. Теперь мы делаем дальше. 2 столбика и прибавка. И будет у нас 24 петли. Так делаем этот ряд прибавления до конца. И делаем еще один ряд прибавления до конца. Вот я провязала прибавки. Теперь мы делаем еще один последний ряд, как я и говорила. Прибавки это 4 столбика прибавка. Весь этот ряд. 2, 3, 4, прибавка. И так весь ряд. И у нас будет 36 петель. Раз, два, 3, 4 и прибавка. Так вяжем до конца. Итак, провязала я прибавки. Сейчас у нас в данный момент 36 петель. И мы вяжем теперь без изменения 2 ряда наверх. Здесь я поставила маркер, вяжем 2 ряда наверх. Хочу сказать, что это будет шея. Голова вяжется отдельно, прикладывается, идет наверх. Ее потом можно крутить. Это идет шея, и теперь тело вяжется сюда вниз. Вот. Поэтому, когда мы провяжем 2 ряда, то я вам советую потом взять картон. Желательно это дело так вот перевернуть. Взять картон
Это для того, чтобы голова вертелась. Если кто не хочет, чтобы вертелась голова, то вы можете просто потом две детали, тело и голову, сшить вместе. Просто вы ложите такую же часть сюда и между собой их сшиваете. Тогда сова будет видно, что у нее есть шея, но она ей крутить не сможет. Мы сделаем с шеей. Поэтому мы провязываем еще 2 ряда, потом посмотрим, как она сильно загибается. Если она хорошо ложится, что я советую после 2 рядов еще сделать этот сустав, то потом мы делаем, ну как чертим этот картон, да? 2 таких круга мы делаем одинаковых. И в этих кругах потом мы делаем дырочку, чтобы мог залезть вот сюда вот такой сустав и их 2 соединить. Вот. И если у кого нету таких суставов, то вы можете просто использовать болтик и гаечку. Это тоже можно использовать. Или вы можете использовать пуговицы. И пуговицы, одну пуговицу с одной, другой с другой стороны также затянуть ниткой прочной. Вот. Сейчас в данный момент мы провязываем еще 2 ряда без изменений. Вот, девочки, я провязала вот эти вот 2 ряда, и они сразу же закругляются, конечно. Но когда мы сюда ложим круг картона, то он растягивает. Поэтому просто по себе уже сужу, когда я это делала, да, я поняла, что должен был этот диск быть немножко больше, чем это самое. Поэтому мы можем замерить теперь диаметр. Да, это каждый может сделать сам. Мы замеряем диаметр, или вот даже сейчас прям классно оно так лежит. Мы вот просто берем плотный хороший картон, вот так вот вы ее ложим и прочерчиваем. И делаем таких 2 кружка. Я сделаю просто точки там, там, тут, тут. Потом все это соединю. Потому что если я начинаю сейчас обводить, все равно эта ткань внутрь прячется. Вот. Ну, примерно вот такой вот круг потом вы исчертите, сделаете 2 одинаковых. А здесь внутри сделаете дырочку. Вот. Чтобы они вот ровненькие. Я даже циркулем возьму и ровно отрежу. Потому что, чтобы диск был ровно, он, правда, играет большую роль. И это... Если, например, диск у вас будет неровный, то видно будет, что с одной стороны как будто будет немножко выпирать. Это будет некрасиво. Поэтому или возьмите стакан, обведите в этом диаметре, или циркулем. И сделайте таких 2 диска. Теперь мы вяжем дальше. Теперь здесь будет 1 ряд с прибавочками. Для этого мы вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И делаем здесь 1 прибавку. Прибавка. Теперь мы вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И делаем опять 1 прибавку. Вяжу все по схеме. Здесь я ничего не меняла. Сделали прибавку и вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем 1 прибавку. Глубоко укатился, он прям тянет и тянет. Прибавочка после 12 столбиков. И теперь вяжем 4 столбика и 1 прибавка. 1, 2,
3, 4 и 1 прибавка это в последней петли ряда. Вот, сделали такой ряд с прибавочками, у нас должно образоваться 40 петель по схеме. И теперь мы вяжем 2 ряда без изменений, просто 40 петель, 2 ряда. Итак, девочки, я провязала 2 ряда наверх, 40 столбиков. Теперь у нас образовалась как чашечка такая, да, и вот сейчас очень классно замерить примерно, какой размером диск сюда должен ложиться. Я замерила, он мне был немножко большеват, я его отрезала, сделала поменьше. Потом я просто ножницами в середине проколола здесь дырочку. Вот. У меня диаметром получилось 8 сантиметров. Почему-то в прошлый раз у меня было немножко больше. Но мне кажется, это тоже много от пряжи зависит. Хотя пряжа хорошего качества. Она такая плотная, без всяких этих. Итак, ложится этот диск сюда. Это просто сейчас ради того, чтобы проверить, все ли подходит. Немножко мы его туда вдавливаем, чтобы ровно вот это все ложилось. Да? И вот вторая часть у нас будет точно такая же по размеру. Будет голова. И в голову ложится также другой диск. И смотрите, что я сейчас увидела. Я в моих совах делала так, что у меня связывала вот эти 2 головы с этими дисками обыкновенной ниткой. Я просто брала, прокалывала сюда, вот здесь выходила, и также в голову прокалывала, и потом между ними я очень туго затягивала. И голова, она все равно крутилась, потому что нитка, она никуда не денется, она крутится. Вот. В этот раз я хотела попробовать это сделать с суставами, но увидела, что, представьте, вот эти 2 диска, они сами по себе толстые. Плюс еще между ними идет вязка. Где-то, ну, наверное, вот так вот будет. У меня у этого суставчика очень короткий стержень. Если, например, я сюда засуну, это, конечно, очень классная идея, да? Потом у меня здесь, в принципе, здесь еще вязка, здесь вязка, потом здесь вязка. Она должна насквозь проколоть, и потом я еще должна одеть наверх вот такую шайбочку, чтобы это держалось. Но это не получится у меня, а других дисков я больше нигде не видела. Они все идут вот с таким коротким стержнем. Еще я видела, девочки делали так, что они просто брали по-настоящему, это тоже очень классный метод, брали эти диски, соединяли с болтиком и с гайкой. Так, да, с болтиком, с гайкой и шуруп, или как он, да, шуруп. Вот. Просто вводите шуруп и здесь закручиваете, и все. И вот вам готовая уже, она все равно так и так крутится. Мы посмотрим, как мы это сделаем. Я не знаю, или я это ниткой соединю, или может быть и правда шурупчик, но пока до этого дела еще не доходит. Но вот эти 2 диска уже можно приготовить. Вот. Еще сейчас мы провяжем 1 ряд прибавок и встретимся завтра с вами. Потому что мне уже пора спать. У меня уже язык так не шевелится, как всегда. Итак, делаем еще 1 ряд прибавок. Для этого мы делаем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем 1 прибавку. Теперь мы вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 1 прибавку. Теперь мы вяжем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Теперь мы делаем одну прибавку. Теперь мы вяжем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5 и делаем одну прибавку. И еще один столбик без накида. Тут у нас ряд закончился. Сейчас, наверное, все-таки я здесь посажу маркер. Вот. Теперь мы должны вязать 2 ряда без изменений. Это 44 сейчас у нас здесь столбика. Вяжем 2 ряда без изменений. Итак, провязала я эти 2 ряда 44 петель. Теперь мы делаем опять ряд прибавок. Для этого мы вяжем 13 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Делаем одну прибавку. Вяжем 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Делаем одну прибавку. Вяжем 14 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Делаем одну прибавку. Теперь мы вяжем 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Делаем одну прибавку и один столбик. Ряд закончили. Следующий ряд вяжется так. Здесь у нас будем формировать сейчас хвост. Для этого мы вяжем 2 столбика. Раз, два. Теперь мы вяжем 8 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы пропускаем 8 петель. Это мы не считаем. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 9-ю петлю мы вводим и вяжем 1 столбик. Здесь у нас потом будет хвост. Теперь мы вяжем одну убавочку. И вяжем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. Вяжем одну убавку. Вяжем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. Теперь вяжем одну убавку и вяжем 10 столбиков. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вяжем одну убавку. Так, посмотрите, одну убавку и вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Опять одну убавку. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И последняя одна убавка. Вот.